Знакомьтесь, Мария Кузьминична Щербак. Об этой девушке на фронте ходили легенды. Она одна уничтожила более 300 фашистов, спасла жизни сотням советских солдат и сумела доказать, что женщины умеют воевать ничуть не хуже мужчин. Однако, чтобы попасть на фронт, ей, 16-летней девчонке, пришлось притвориться мужчиной. Она добавила себе 2 года к возрасту и назвалась в честь своего погибшего брата Владимиром. А сослуживцы называли ее просто Володька и говорили: «Если Володька с нами, то обязательно победим». Мария Кузьминична родилась 22 октября 1925 года в селе Хура Сумской области Украины, в семье простого лесника. Когда началась Великая Отечественная война, Мария уже знала, на что способны нацисты. В 1939 году ей было 14 лет. Она тогда жила в Польше, куда были командированы ее родители, и видела, как ведут себя по отношению к коренному населению немецкие захватчики, которые к тому времени оккупировали польское государство. Поэтому вскоре семейство Щербак вернулось обратно в Советский Союз, получив распределение в лесничество под Воронежем. В начале Великой Отечественной войны 2 старших брата и отец Марии ушли на фронт, а сама она осталась помогать в полевом госпитале. Страдания и смерть, которые она видела каждый день, очень сильно повлияли на нее. Особенно тяжело на этом фоне Мария переживала гибель своих братьев. В семью тогда пришли сразу 2 похоронки. После этого девушка решила во что бы то ни стало отправиться на войну. Летом 1942 года она приехала в военкомат города Усмани, где попросила отправить ее добровольцем на фронт. На тот момент Марии было всего 16 лет, и непонятно, на что она надеялась. Военком, конечно, отказал ей. «И думать не смей. Тоже мне на работу собралась баба», — кричал он на Марию. «А ну марш обратно, откуда пришла. Без тебя мужики разберутся». В те времена от добровольцев не было отбоя. Многие дети, воодушевленные патриотическими настроениями, бомбардировали военкоматы своими заявлениями. Скорее всего, начальник призывного пункта своей грубостью просто хотел отпугнуть девушку, полагая, что это у нее мимолетный порыв. Однако Мария не сдалась. Целые сутки она просидела в коридоре перед кабинетом. Поэтому на следующий день военком обнаружил ее под своей дверью, голодную и страдающую от жажды, но непреклонно стоявшую на своем. Удивленный характером Марии, военком пошел-таки ей навстречу и прибавил девушке 2 года в документах и направил в сборный пункт. А уже оттуда Марию отправили в полк на обучение. Прибыв на место, она вызвалась осваивать пулеметное дело. Однако фронтовик, который был назначен обучать молодых, поначалу отказался, как и военком, заниматься с ней, заявляя, что война не женское дело. Каким-то чудом девушке все-таки удалось убедить его принять у нее экзамен. Понимая, что вопросы касательно ее пола могут возникнуть снова, Мария постриглась под мальчика и назвалась в честь погибшего брата Владимиром. Сослуживцы звали ее просто Володькой. Служить ей выпало в 664-м полку 148-й стрелковой дивизии 13-й армии. Девушке удалось притворяться мужчиной целых 2 месяца, пока однажды она не получила ранение, и санитар, осматривавший ее, находящуюся в бессознательном состоянии, не раскрыл ее секрет. После ранения Мария Щербак вернулась обратно в полк. В ее документы, конечно, внесли уже настоящие данные, но приклеившееся к ней прозвище Володька так и осталось. Сарафанное радио в армии работает быстрее радиопередачи донесений. Меж бойцов начала ходить присказка: «Раз Володька с нами, значит победим». Появилась эта уверенность не случайно. Вскоре уже вся армия знала об отчаянной храбрости девушки. В феврале 1943 года она в одиночку пулеметным огнем сдерживала атаку немцев, которые брали в окружение полковой штаб. Тем самым она помогла офицерам отойти, а сама покинула позиции последней, когда командованию уже ничего не угрожало. За этот подвиг Марию Щербак наградили медалью за отвагу. В одном из боев 7 июля 1943 года на их участке фронта немцы перешли в атаку превосходящими силами пехоты, которую поддерживали авиация и артиллерия. 2 бойцов были ранены, а остальные начали отступать ко второй линии окопов.
Все это время Мария бесстрашно стреляла из пулемета по врагу. А когда увидела, что свои начинают отходить, развернула пулемет на оробевших красноармейцев и, угрожая лично уничтожить трусов, разразилась такой бранью, что бойцы, пристыженные примером отважной девушки, вернулись обратно на линию огня. Тем временем немцы смогли подобраться к переднему краю на довольно близкое расстояние и начали забрасывать наши окопы гранатами. Мария установила пулемет на место и открыла такой шквальный огонь по противнику, что тот залег намертво. Воодушевленные бойцы смогли отразить наступление. После этого боя перед позицией Марии были обнаружены более 60 мертвых вражеских солдат и офицеров. На этом участке фронта еще неделю отражали атаки врага. 15 июля Мария в сражении получила ранение, но даже тогда отказалась покидать свою позицию. Она приняла только первую помощь, которую ей оказали на месте. После этого Мария Щербак была награждена орденом Красного Знамени. А орден Красной Звезды Володька получила в 1944 году в боях за село Остров Западной Украины, когда была уже командиром взвода автоматчиков. Немцы получили приказ стоять там насмерть и бросали на оборону подкрепление за подкреплением, не считаясь с потерями. Положение становилось весьма угрожающим, но Мария со своим взводом смогла пробраться в тыл группировки противника и в ходе внезапного штурма уничтожила более 50 вражеских солдат. Весть о победе застала Марию Щербак в Польше. В тот период она командовала взводом автоматчиков в звании старшего лейтенанта. В сентябре 1945 года Мария Кузьминишна была демобилизована из Красной армии. Окончив медицинскую школу в небольшом городке Усмань Липецкой области, всю свою оставшуюся жизнь Мария Щербак проработала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом на лесном кордоне. 10 сентября 1996 года в возрасте 70 лет Мария Кузьминична скончалась. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч!